Друзья, всем привет! Рядом со мной находится Артем Баршак, известный так же как ФНГ. Привет, Артем. Привет. Прежде всего, welcome to the family, поздравляю со вступлением Нави. Когда тебе первый раз написали, какое у тебя было ощущение и вообще как это произошло? Кто тебя позвал? Ну, позвал меня Ванскор, ощущение. Ну, естественно, сразу внутри какая-то была радость, но потом, наверное, даже какое-то чувство тревоги, потому что, ну, ты никогда не знаешь, будет правильное решение или неправильно. Ну, естественно, где-то, ну, я ответил вообще сразу, но потом меня довольно-таки так долго терзали какие-то сомнения, вопросы. Ну, короче говоря, когда я там поговорил с девушкой, с друзьями, ну, решил все-таки, что я правильный ответ дал. А почему сомневался все-таки, ну, попасть в команду, ну, такую как Нави, стремятся, наверное, ну, все, наверное? Ну, как бы не вопрос просто в команде, а скорее, ну, что я получу и что я отдам за это. Ну, то есть, как бы говорю, когда взвешивал, подумал, что все же это того стоит. А поделишься, ну, вот, чем тебе пришлось пожертвовать, чтобы принять это решение? Ну, сейчас, по сути, мне пришлось пожертвовать всем временем, что у меня есть. То есть с момента вступления Нави ни одного выходного, это времени мало, не высыпаешься временами. Сейчас вот в Китай прилетели, потом Москва, потом еще куда-то там лететь, играть, опять лететь. Ну, короче, тяжело будет, но это того стоит, я думаю. Как твои тиммейты, бывшие уже тиммейты из PR, ну, собственно, они отнеслись к твоему решению? Ну, обижаться, злиться там никто на меня, такого ничего не было. Ну, естественно, кто-то порадовался, кто-то так посмотрел, ну, скажем, может быть, чуть-чуть косо, но ничего такого не было. То есть, ну, я там, кто знает, я все еще играю у них в офисе, ну, за что, естественно, опять же, спасибо ребятам, что разрешили мне остаться. Ну, и чем-то им там помогаю. А будут ли они, как бы, то, что ты играешь у них в офисе, это как-то повлияет на твою игру, или у тебя отдельная комната как-то, ну? Мы сидим как бы с ними в одной комнате, но если именно, ну, то есть вопрос больше там моего прибывает. То есть если я им буду мешать, там, не знаю, отвлекать их, там, шуметь что-то, то, естественно, меня там могут и с их комнаты или вообще с офиса даже выгнать. Но я как бы им не мешаю, типа, они вроде мне тоже не сильно мешают. Ну, хотя в скайпе немного слышно их, но это такое. Хорошо, расскажи немножко о том, как тебя восприняли Фаник, Дэнди и Хвост. Как они восприняли вас в команде, новых игроков? Ну, сначала было такое, что мы там зашли КВшки покатать, ну, там, мы там, привет, привет, я говорю, ребята, что пикать? Саня говорит, пикай там что-то свое. Ну, я пикнул, что-то там вингра, там, как обычно, поехал, что-то побегали, о, все, поехали, ребята, пойдет. Ну, и мы так, типа, с того момента вот так вот и катаем. Ну, то есть, по сути, вот с первого дня особо ничего не изменилось. То есть, мы просто бегаем, каждый выполняет то, что он считает правильным. Вопрос касательно вот пиков. Ты на данный момент являешься таким полноценным капитаном или вы все решаете сообща сейчас? Ну, скорее, я думаю, что полноценным, потому что именно наш вот стиль, ну, он, как бы я и в ПРах точно такой стиль задавал, и пришел в Нави точно такой задаю. Но суть в том, что ребята полностью, ну, поддержали все меня, и, то есть, когда есть какой-то выбор героев, когда есть, ну, просто у кого-то, не знаю, вот там, как Данил верит там в Тинкера, верит в Пуджа в наши пики, я говорю, окей, Данил, говоришь, я пикаю. Вот сегодня там, ну, по-моему, не Данил сказал про Пуджа, но просто напомнили про Пуджа, Данил говорит, все, зайдет, поехали. Ну и все, так и пикнули. Ну, о пиках сейчас еще немножко поговорим. У меня вопрос такой. Вот Хвост рассказывал, что очень сильно поменялось у него восприятие как бы командной игры. Ну и фактически началась новая эра Нави. У тебя в жизни поменялось с приходом в Нави что-то вот кардинально? Может быть, фанаты стали больше писать или там спамить больше, вызывать на улице? Ну, что-то такое есть? Ну, спамить начали очень много, причем половина вопросов что-то вроде «ты вступил в Нави?» А ты капитан Нави? Ну, ладно, бывает такое. Со временем, наверное, люди привыкнут, поймут это, как-то воспримут. А кардинального, ну, опять же, ну просто я думаю, что это как бы больше ответственность, я, наверное, как-то больше, как более серьезно, там еще как-то больше времени начал этому всему уделять. Ну, как-то так. В онлайне вы показываете очень хорошие результаты. У вас там был стрик из 7 или 8 побед подряд. Ну, в частности, на Старладере. Означает ли это, вот как ты заикнулся, что уже нашли свою игру? Или все-таки вы еще в поиске и не знаете, как вы будете играть?
дальше? В общем, у нас нету какой-то цели играть каким-то стилем и его наиграть. Ну, у нас есть цель просто играть всеми стилями, но так как мы приехали в Китай, где люди, ну, там Вингу, наверное, в первый раз видят, которые бегают по их руне, они не могут ее выгнать. Ну, типа, естественно, мы берем Вингу, там, Пужа, там, понятно, что Китай вообще не видел, походу. И, ну, то есть мы просто приехали, играем везде агрессию, потому что люди, ну, играют нагло очень. И мы это просто наказываем. То есть если люди будут играть наоборот там в Верли, то мы, естественно, будем пикать то, чтобы отбить их там пуш, агрессию. То есть, ну, нету какого-то стиля. То есть пока мы играем агрессией, потому что это, ну, по моему мнению, самый сейчас эффективный стиль. Век достаточно серьезное испытание, как для первого лана. Какие твои ожидания от этого турнира? Ну, ожидание, во-первых, то, что это, ну, первый наш лан команды, с учетом того, что мы, ну, мы, конечно, играли достаточно, я думаю, даже много играли, но как таковой там, то есть как какого-то там бума подготовки именно к лану, ну, не было. Ну, то есть мы просто играли, как обычно это все происходило, то есть там день, пару КВшек, есть официалки, играем и официалки, ну, и что там, кто-то папчики, кто-то что-то еще. И, ну, то есть сказать, что, ну, то есть если мы выиграем, это будет офигенно круто, потому что без подготовки выиграть лан, пусть там сейчас и решафл, и все такое, это все равно круто. Если мы там не выиграем, ну, то есть проиграем команде, которая, ну, просто сейчас сильнее, ну, я не буду разочарован. То есть мы сделали все, что могли, к следующему лану мы будем уже, думаю, готовиться серьезнее. Вот и все. Вопрос таки, опять-таки, снова к пикам, поскольку ты капитан, это достаточно непривычно. Ощущается ли у тебя давление или какая-то вот ответственность? Ну, я, например, видел, когда вы пикали вот в матче с LGD, что немножко нерешительно. Или это все-таки ты оставляешь, опять-таки, вот эту долю мнения для команды, чтобы это решение было такое общее? Ну, нет, то есть я нерешительным не сказал бы, но просто я просто оставляю время, я всегда переспрашиваю ребятам, их устраивает, все, пикнул, их не устраивает, ну вот, ребята, окей, у нас время, давайте думать. То есть, ну, как бы можно сказать, что пики идут голосованием, но, естественно, что у меня, наверное, процент голоса больше, и я взвешиваю решение команды в целом. То есть тебе важно, чтобы каждый игрок чувствовал себя комфортно на том или ином герое? Ну да, то есть если ребята скажут, что мы вот этим не играли, мы в этом не уверены, то, естественно, ну, нету смысла брать риск и пикать это. Проще взять то, чем мы играли, то, в чем мы будем уверены, и то, ну, на чем ребята себя будут уверенно чувствовать. Всем известно, что Пупе был таким неким эгоистом в плане пиков. Не думаешь ли ты, что ты со временем тоже вот к этому придешь? И если можешь, если это возможно, проанализируй, как бы сравни свои пики и его. Ну, как бы приду я к этому или не приду, не знаю, но если капитан приходит к этому, то я считаю этого капитана, ну, нужно просто смещать, либо брать нового капитана, потому что, ну, атмосфера в команде очень сильно меняется. Ну, то есть это про то, что говорил Саша. Если Пупей сидел молча пикал, то командный дух уже на стадии пика, ну, просто подрывается. Когда ты пикаешь Дэнди Пуджу, то командный дух резко повышается, все там начинают веселиться, фаниться и все такое. Извини, что приду, но до тех пор, пока получается выигрывать такими пиками. Ну, как бы, если не получается выигрывать, то ты можешь просто либо изменить стиль игровой, но и при этом все равно пикать там то, чем ребята хотят играть, либо просто, не знаю, найти, почему это не работает. А сравнить меня и Пупея, ну, Пупей любил играть более гриди, но при этом, ну, каждый игрок на своей роли выполнял, ну, то есть каждый игрок Нави на тот момент был очень скилловый, и они допускали очень минимум ошибок, и поэтому они, ну, была очень сильная команда. Но со временем, как бы, говорю, опять же, боевой дух подрывается, мораль меняется, и как бы уверенности, получается, у команды нет уверенности в капитане, у капитана нет, например, уверенности в команде, и, соответственно, уверенность в себе у него тоже подрывается. Ну и, как бы, наверное, отсюда и не самый лучший результат на TI. А что можно сказать об атмосфере в команде? Вот Хвост, когда я с ним общался, он сказал, что играют они в 3000 раз по-другому, лучше. И вот, ну, заметно, что у команды сейчас приподнятый дух. Как ты ощущаешь? Ну, я чувствую, что, ну, во-первых, все настроены как бы к тренировкам. То есть у нас, ну, мы приходим, мы там на КВ не пикаем то, что мы пикаем вот тут, там. То есть мы на КВ постоянно тестим что-то, пытаемся что-то там просто пикнуть, кто-то что-то там предложит, окей, сразу пикаем. Ну, и это создает как бы продуктивность какую-то. Ну, то есть всем нравится играть, все получают удовольствие. На официалках
как бы нету, даже не знаю, ну, то есть нету какого-то там зевания, ну, точнее, было вот против Мумов мы играли, но все были там, все какие-то уставшие, мы такие, ну, ладно, давайте там как-то попробуем откатать, там что-то легкое взяли, вроде выиграли, ну, типа, что, ну, устали, ничего не поделать, в следующий раз будет лучше. То есть и нету ни у кого никаких обид, то есть если кому-то что-то не нравится, он сразу говорит, то есть, например, мне там не понравилось там хвост что-то там, типа, ну, просто билд какой-то мне не понравился, я спросил, хвост объяснил, я такой подумал, ну, согласился, не согласился, все. То есть, может, там, ну, не знаю, Дэнди не сказал куру, там, или юзни. Я ему сказал, он говорит, бля, пацаны, сори, все будет исправлено. Расскажи о своем мнении по поводу решафлов после International. Вот здесь представлено достаточно много обновленных составов. Какие решафлы для тебя самые неожиданные, не считая Нави? Ну, C9 как бы потеряли мидера и взяли Фату, который, ну, очень сильный игрок, он очень много шарит, и видно, что в команду он привнес тоже очень много интересных вещей. А китайцы, ну, очень интересный состав у LGD, потому что там числится, по-моему, до сих пор 7 игроков, и, ну, как бы у этой команды просто потенциал очень большой. Есть вот как бы новая команда LGD CDEC, она как бы не решафлилась ничего, но в то же время она сейчас начала хорошие результаты очень показывать. А про Ньюби, ну как бы они потеряли капитана и взяли, опять же, тоже очень игрока, который поднялся там где-то снизу, пришел в LGD, и из LGD перешел уже, соответственно, в команду, которая выиграла International. То есть, ну, по сути, тоже команда с большим потенциалом очень. То есть все будет решать только то, как люди будут тренироваться, будут реализовывать свой потенциал. На этом турнире уже есть первые результаты. EG проиграли, вы выиграли. Как думаешь, с кем бы ты хотел сыграть вот в финальной стадии, ну пусть даже в финале, и с кем бы не хотел? Ну, я не хочу, типа, наверное, играть вот с американскими командами EG, Cloud9, потому что, ну, их стиль, он всегда непонятен. То есть они берут что-то свое такое придуманное. А у китайцев же наоборот, то есть у них очень как бы отточенный хороший стиль, обычно гриди, и они просто умеют затягивать игру. То есть китайцев читать, наоборот, проще, чем американские команды. Но при этом играть как бы легче, опять же, против американских команд, чем против китайских, потому что американские команды, ну, меньше там скилловые в некоторых планах. Вопрос такого плана. Можешь рассказать зрителям, как с точки зрения вот игрока, который только начал играть в доту, вот пробиться в какую-нибудь топовую команду? Все-таки, ну, для многих стало удивление, как вот Нави, FNG, ну, если откровенным быть, я думаю, ты сам тоже как-то немножко удивляешься, но тем не менее, что нужно делать для того, чтобы тебя заметили и ты попал вот в топовую команду? Ну, заметили, как бы, ну, есть два варианта, по сути. Либо ты соберешь команду с такими же сильными людьми, как ты сам, и будешь пробовать что-то выигрывать, какие-то турниры, пробиваться на квалификации, потому что большинство квалификаций открыты для всех. То есть каждый игрок может выиграть квалификацию, играть с про-командами. Либо второй вариант, как сейчас многие делают, это просто задрочить ММР. То есть быть в топе, тебя по-любому хоть один про-игрок уже заметит, и, ну, глядишь, ты там куда-то и попадешь. Ну, то есть вот возьмем команду Артура Габлака, то есть у него Афа Нинджа, который человек, ну, я его как бы там слышал о нем, но видел только в ММРе. Блин, уже и забыл остальных. Ну, в общем, вот у него два было Афа Нинджа и еще один, Лил Харди, вот. Два человека, по-моему, в топ-20 висят в Европе. Ну, как бы вот, ну, как бы Артур еще тоже мне писал, типа, мол, ищу ребят, не знаю, типа, где взять. Я говорю, попробуй взять кого-то с ММРа. Ну, он взял, вроде бы пока доволен. А писал тебе, наверное, предлагал тоже быть в его команде? Ну, скажем так, шли просто, мы там обменивались мыслями кое-какими, скажем, ну, были такие пару слов. Хорошо, как прокомментируешь то, что была вероятность, что ты окажешься в Empire? Было ли предложение? Блин, я даже не знаю, можно мне отвечать это, как-то и рассказывать. Не, ну было или не было, тут ничего такого. Ну, были предложения, но я как бы от них, ну, отказался, потому что на тот момент мне уже пришло приглашение от Нави. Хорошо. Ну и продолжая вот вопрос о том, как прийти к успеху, как было у тебя? Ставил ли ты вообще когда-то цель попасть в Нави, и были ли они для тебя таким, ну как бы вот, знаешь, голосом таким? Ну, как бы, у меня вообще нету такой цели, то есть там выиграть какой-то турнир, и ты там лучше. У меня есть цель просто играть хорошо. То есть International, но для меня это не последняя ступень. После International там будет еще миллион ступеней, которые
точнее, я могу прийти, чтобы добиться своей цели. То есть моя цель — это быть там лучшим игроком, допустим. То есть я не могу ее обозначить, но просто быть лучшим. И как бы, ну, Нави, ну, по сути, это такая ступень, с которой мне будет, наверное, легче идти, на которую ты, ну, как бы я уже вступил, по сути. То есть это твоя мотивация, и не деньги, ну как бы не слава, а вот просто какая-то самоцель или как? Ну да, я думаю, это скорее просто как бы для себя все идет. То есть, ну, деньги, я понимаю, что просто если в Дота так, точнее, так не развивалась, то я думаю, я бы в нее и не играл, по сути. То есть я бы учился, работал, что-то там еще. Но так как Дота, когда-то давно я, наверное, поверил, что это все же будет, что и зарабатывать, ну, точнее, играя в игры, можно там заработать на что-то, вот к чему и пришел. Специально не задавал этот вопрос первым. Можешь рассказать немножко, вот, что бы ты хотел рассказать о себе? Все-таки, знаешь, личность, извини меня, непопулярная, вот, может быть, для такого большинства, как для Нави. Если у тебя есть что-то рассказать, чем ты увлекаешься, что тебе нравится, что ты слушаешь, ну, вот это можешь рассказать. Я могу, точнее, даже не рассказать, а опровергнуть. Но большинство людей, как я читал в комментариях, думают, что я фанат 2007 года, человек на букву «Э». Но, как ни странно, это все неправда, потому что... Ты не Эма, да? Да, я немок. Потому что я, честно, даже не знаю, какие в 2007 году были прически, как, ну, типа, с чего люди взяли, что Эма. Моя прическа называется «Мне лень сходить в парикмахерскую». То есть стиль тоже, опять же, «Мне лень сходить в парикмахерскую», ну, то есть они просто так получилось, как бы, стечение обстоятельств. Но, как бы, люди восприняли, так получилось. А о себе рассказать? Да особо нечего, если честно, рассказывать. То есть, ну, скоро мне будет уже 19, живу в Минске с девушкой. Увлечений особо, кроме доты, нету, по сути. Извини, не могу не затронуть этот вопрос. Ты как-то вот как бы в кулуарах озвучил, что был вопрос тебе от моих фанатов, будет ли у тебя эволюция волос так, как у Пепея? Как прокомментируешь? Ну, я думаю, рано или поздно это произойдет, но не в таких масштабах. Понятно. Хорошо, один из последних вопросов. Какие у команды Нави сейчас планы на ближайшие турниры? Где планируете, ну, не отдыхать, а участвовать? Как тренироваться? Возможно, будут кемпы какие-то? Те, кто следят за киберспортом, знают, что следующий будет LAN DreamHack в Москве. И мы именно с Китая полетим в Россию и будем уже именно, то есть без отдыха, без прилетов домой, мы будем именно в России играть в этот LAN. Дальше, по идее, мы разлетаемся по домам с России, но при этом у нас будет очень-очень много официалок, то есть это StarLadder, Excellent Moscow Cup, D2CL, ну, очень много, в общем, турниров. Это вот те, с которых я сейчас только могу вспомнить. И после всего этого, где-то в конце сентября, будет, по-моему, Excellent Moscow Cup. Ну, а дальше потенциально там, насколько я помню, турнир еще один в Китае и турнир ESL One Нью-Йорк. Ну, вам туда нужно еще пройти квалификацию. Ну да, естественно. Ну, я имею в виду, что мы играть просто будем. Хорошо, спасибо тебе, Артем, большое за интересное интервью. Благодарности, приветы девушкам, спонсорам, все, что знаешь, все хочешь. Ну, привет, естественно, команде моей, и новой, и старой. Привет всем моим друзьям, хейтерам, людям, которые там знают, не знают меня. Ну, естественно, привет девушке.